Друзья, рад вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы телепортируемся в далекое прошлое нашей планеты и разгадаем одну из самых интригующих тайн эволюции. Кто же был первым динозавром на Земле? Ни для кого не открытие, что миллионы лет назад, когда наша Земля выглядела совершенно иначе, на ней царили удивительные древние существа – гигантские ящеры, которые правили миром. Но кто же из них стал первопроходцем? Кто жил на Земле раньше всех? В этом видео мы раскроем тайны древних эпох и познакомим вас с такими древними рептилиями, как платеозавр, эораптор, эррирозавр, ньясозавр и многими другими. Вы увидите, как они выглядели, где обитали и какими особенностями обладали. Приготовьтесь к увлекательному исследованию, полному фактов и неожиданных открытий. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь давайте начнем наше путешествие в эпоху динозавров. Целофизис. Целофизис – один из древнейших двуногих динозавров, известных ученым. Небольшой, но очень юркий динозавр обитал на землях Северной Америки и Южной Африки около 203 миллионов лет назад, во времена позднего Триаса. Целофизис обладал очень изящным телом, что, вероятно, свидетельствует о его способности хорошо бегать. У него были длинные ноги, шея и хвост, череп вытянутый с узкими челюстями. Также у существа имелась удивительная особенность. В груди у рептилии находилась костяная вилочка, подобная таковой у современных птиц. В длину целофизис достигал 3 метров, в высоту до 1 метра, а весил он до 30 килограммов. Да, это был легкий динозавр, словно балерина. Этот факт подчеркивает и само название целофизис, что в переводе означает «пустотелая форма». Оно было дано динозавру из-за полых костей, которые делали его скелет легким и позволяли развивать высокую скорость. Однако миловидность целофизиса весьма обманчива. Он хоть и был небольшим, но все-таки был хищником и очень опасным. Его рот был полон острых и тонких зубов с зазубринами, которые отлично подходили для захвата и удержания жертвы. Он охотился на мелких рептилий, млекопитающих, даже на ящеров крупнее себя, и, несомненно, питался также падалью. До начала 2000-х годов высказывалось предположение, что целофизис был каннибалом, так как были найдены останки динозавра, в брюшной полости которого содержались останки детеныша целофизиса. Но в 2002 году появилось мнение, что эти образцы были неверно истолкованы. К тому же больше нет никаких доказательств, которые подтверждали бы склонность целофизиса к каннибализму. Гетеродонтозавр. Вы можете удивиться, но когда палеонтологи нашли первые кости челюстей гетеродонтозавра, они не могли понять, к какому же существу они принадлежат. Наличие в челюсти разных типов зубов означало, что ее обладатель какое-то млекопитающее. На нижней челюсти была подзубная кость, поддерживающая роговой клюв, как у всех птицетазовых динозавров. В начале верхней челюсти зубы отсутствовали, затем с обеих сторон рта располагались мелкие и острые хватательные резцеподобные зубы. За ними шли клыкообразные зубы, похожие на острые собачьи клыки. Ну, как тут не запутаться? Но все же ученые определили, что это был один из самых первых птицетазовых динозавров на Земле. Ему даже дали название гетеродонтозавр, что в переводе означает «разнозубый ящер». Гетеродонтозавр обитал в Южной Африке 200 миллионов лет назад, в конце Триасового периода и в начале Юрского. Он был довольно мелким динозавром, эта рептилия достигала в длину примерно 1,2 метров, а весила около 3 килограммов. Считается, что данный ящер ходил на 2 ногах и мог быстро бегать. Для удержания задней части спины и основания хвоста в прямом состоянии вдоль позвоночника шли обызвествленные сухожилия. На передних лапах было по 5 пальцев, 2 из которых отставлены в сторону. Возможно, это помогало ему легче хватать еду. Несмотря на наличие острых зубов, гетеродонтозавры были травоядными или, возможно, всеядными динозаврами. В случае возникновения опасности они предпочитали спасаться бегством. Платеозавр. Платеозавры жили в Триасовом периоде 214-204 миллиона лет назад, задолго до того, как появились многие другие динозавры. Они были большими растительноядными ящерами, которые при необходимости могли стоять на 2 задних конечностях, чтобы дотягиваться за листвой на верхушках деревьев. Платеозавры жили на территории современной Европы, которая тогда была весьма пустынной местностью, а поскольку растительноядным
динозаврам было трудно достать пищу, то способность подниматься на 2 лапы и доставать самые длинные листья была им очень даже кстати. Растительноядные платеозавры могли дотягиваться до крон древовидных папоротников и других растений на высоте до 5 метров. Также ученые предполагают, что эти ящеры заглатывали камни, чтобы с их помощью перетирать растительную массу в желудке. А что по внешнему виду? Платеозавр обладал гигантским телосложением, длиной от 5 до 10 метров, весом от 600 килограммов до 2 тонн. Тело грушевидное, с мощным хвостом и длинной гибкой шеей, на которой сидела маленькая голова. Платеозавр отличался небольшим черепом с острыми выпуклыми зубами для дробления растений и мощными задними конечностями. Пропорционально длинные голени показывают, что платеозавр мог не только стоять, но и быстро бегать на задних конечностях. Также он имел короткие, но мускулистые передние лапы с большими когтями на 3 пальцах. Острые когти, вероятно, использовались для защиты и для хватания листвы и веток. Мбиризаврум раата. Около 230 миллионов лет назад на Земле бродил мбиризавр, древний динозавр африканского континента. Мбиризавр жил на территории нынешнего Зимбабве в Карнийскую эпоху Триасового периода. Скелет мбиризавра был найден в ходе 2 экспедиций в 2017 и 2019 годах группой исследователей из Зимбабве, Замбии и США. Название динозавр получил в честь района Мбире на северо-востоке Зимбабве, где были обнаружены останки, и палеонтологом Майкла Раата, который первым сообщил об окаменелостях в этом регионе – Мбиризаурус раати. Этот ящер был одним из ранних представителей зауроподоморфов, группы травоядных динозавров с длинной шеей, в которую входят самые большие животные, когда-либо ходившие по Земле. Но сам мбиризавр имел скромные размеры. По данным международной группы палеонтологов, сделавших открытие, динозавр был всего около 1 метра в высоту и весом до 30 килограммов. Мбиризавр ходил на 2 задних ногах, имел длинный хвост и относительно небольшую голову. У него были маленькие зазубренные зубы треугольной формы. Вероятнее всего, это было всеядное животное, которое питалось растениями, мелкими животными и насекомыми. Эораптор. Знакомьтесь, это древний динозавр из Аргентины, живший в Триасовом периоде 235-228 миллионов лет назад. Раптор был крошечным по меркам тех времен. Он достигал 1 метра в длину и весил от 5 до 10 килограммов. Имел 5 пальцев на передних конечностях, 3 из которых, самых длинных, заканчивались большими когтями. Тело располагалось вертикально на задних ногах, а его передние лапы были в 2 раза короче задних. Удивительно, но при таких скромных физических данных этот ранний представитель динозавров был смесью травоядного и плотоядного ящера. В его рацион питания входили насекомые и ящерицы, и, скорее всего, он не брезговал падалью, поедая тушки крупных динозавров. А все потому, что у эораптора были 2 основных типа зубов, характерные для хищников и травоядных. Но, несмотря на потенциальную плотоядность, эораптор не был доминирующим хищником своего времени и, возможно, сам был добычей для более крупных видов. Герерозавр. Герерозавр или эрерозавр – это один из самых древних и примитивных родов тероподов, который господствовал на нашей планете в период от 237 до 227 миллионов лет назад. Ископаемые останки этого динозавра были обнаружены в отложениях раннего верхнетриасового периода на северо-западе Аргентины. Эрерозавр был легко сложенным динозавром с длинным хвостом и относительно небольшой головой. Череп взрослых особей достигал 56 сантиметров при относительной длине тела 6 метров и примерном весе 650 килограммов. Более мелкие особи были примерно в 2 раза меньше, длина черепа доходила до 30 сантиметров. Герерозавр был полностью двуногим. Бедренные кости относительно короткие, голени, напротив, довольно длинные. Вероятно, он был довольно быстрым бегуном. Стопа имела 5 пальцев, однако полностью развиты были только 3 средних. 2 остальных не несли на себе нагрузку от тела, смещены в сторону и обладали лишь редуцированными когтями. Хвост был укреплен остатками позвонков и играл роль балансира при ходьбе и беге. Передние конечности были более чем в 2 раза короче задних. Первые 3 пальца были вооружены крупными загнутыми когтями. Вполне вероятно, что они предназначались для захвата и удержания добычи, ведь герерозавр являлся активным хищником.
о чем свидетельствуют его гибкие челюсти. Судя по размеру и крупным зазубренным зубам, скорее всего, он охотился на мелких и средних травоядных. Также есть предположение, что герерозавр был способен переваривать кости. Эодромей — это еще один род плотоядных динозавров, живших около 230 миллионов лет назад, во время позднего Триаса в районе нынешней Аргентины. Впервые окаменелости Эодромея были обнаружены палеонтологами в 1996 году, и сначала их считали ископаемыми останками нового вида из рода Эораптор. Однако после более внимательного осмотра исследователи обнаружили, что у них слишком много особенностей строения, которые отсутствовали у эорапторов. Поэтому они пришли к выводу, что открыли новый вид динозавров. Так, в 2011 году по ископаемым остаткам из отложений формации Исчигуаласта был описан единственный вид – Эодромеус мурфи. Этот динозавр тоже не отличался выдающимися размерами. Он был длиной около 1 метра и весил от 2,3 до 6,8 килограммов. Его туловище было длинным и тонким. Ящер обладал легким телосложением и длинными задними конечностями, что указывает на хорошую приспособленность к бегу, даже по меркам большинства ранних динозавров. Передние конечности были гораздо короче, чем задние, и заканчивались лапами с 5 пальцами. Также динозавр имел острые когти и крепкие челюсти с острыми зубами. Эодромей считается одним из первых представителей группы тероподов, которым принадлежали большие хищники, такие как тираннозавр Рекс. Это существо участвовало в эволюционном развитии динозавров, и сегодня его останки помогают ученым лучше понять происхождение этой группы животных. Ставрикозавр. Ставрикозавр – один из первых динозавров, останки которого удалось найти в Южной Америке. Это произошло в Бразилии в 1936 году благодаря бразильскому палеонтологу Левелин Айвор Прайсу. Местные ученые так гордились своей находкой, что назвали ящера в честь созвездия Южный Крест, изображенного на гербе Бразилии. Это созвездие можно увидеть только в южном полушарии. Получается, имя ставрикозавра означает «ящер Южного Креста». Из всего скелета в горной породе сохранились кости ног, нижняя челюсть и большая часть позвоночника. Это совсем немного, но по этим окаменелостям ученые смогли предположить, насколько быстро передвигался ставрикозавр и чем он питался. Возможно, будущие находки палеонтологов позволят еще больше узнать о жизни этого динозавра. Итак, что мы имеем? Ставрикозавр жил около 225 миллионов лет назад, в конце Триасового периода. Это был небольшой, подвижный двуногий хищник, достигающий 2,25 метров в длину, 80 сантиметров в высоту и весом 30 килограммов. Ставрикозавр был одним из самых быстрых ящеров своего времени. Скорость была его преимуществом. Длинный и тонкий хвост служил своеобразным рулем во время бега. Ставрикозавр охотился на животных маленьких и средних размеров. Если же его самого выбирали в качестве жертвы, обычно успешно убегал. Пизанозавр. Пизанозавр – это примитивный травоядный птицетазовый динозавр из позднего Триаса, живший около 237-227 миллионов лет назад на территории Аргентины. Он не отличается крупными размерами, двуногий динозавр в длину достигал около 1,3 метров, а весил 2 килограмма. Пизанозавр передвигался на 2 ногах и, несомненно, был хорошим бегуном. Информации о пизанозавре очень мало, но он имеет большое значение для палеозоологии, поскольку является одним из самых ранних представителей ветви птицетазовых динозавров. Хотя здесь тоже есть спорные моменты. Пизанозавра нашел Галилео Скаглия в формации Исчигуаласта в Аргентине в 1962 году. Единственный образец PVL-2577 – неполный скелет. Эрозия разрушила почти весь череп, левую часть нижней челюсти, большую часть передних конечностей и таза с хвостом. Так, ввиду фрагментарности и очень малого количества материала, некоторые ученые считают, что пизанозавра нельзя точно определить как динозавра. Он может быть и самым ранним из птицетазовых динозавров, и членом более примитивной группы силезаврид. Силезавриды – семейство близких к динозаврам архозавров, но по ряду других признаков их нельзя отнести к динозаврам. В то же время другие ученые определяют пизанозавра к очень примитивным орнитоподам, одна из групп двуногих растительноядных динозавров.
В итоге, на основании многолетней работы ученые сделали выводы, что родство пизанозавра с птицетазовыми имеет больше доказательств, чем родство с телезаврами. Это и тот факт, что найденные образцы пизанозавра имеют возраст 229 миллионов лет, позволил ученым остановиться на том, что пизанозавр является звеном между представителями птицетазовых из раннего юрского периода и старейшими из известных ящеротазовых. Ньясозавр. Голотип рода был найден в африканской Танзании в 1930-х годах в бассейне реки Руху, недалеко от озера Ньяса. Обнаруженный ньясозавр оказался исключительной находкой. Он обитал в начале триасового периода около 243 миллионов лет назад. Что необычного в этом событии? Ранее ученые полагали, что первые настоящие динозавры, такие как эораптор и эрерозавр, появились в среднем триасе Южной Америки на 10-15 миллионов лет позже. И выходит, ньясозавр является первым представителем динозавров из известных науке. От ньясозавра нашли лишь горстку костей двух особей, поэтому его анатомия известна лишь частично. Но то, что уже известно, указывает на его принадлежность к динозаврам. Эта рептилия имела размеры около 3 метров длины от головы до кончика хвоста, а вес составлял от 20 до 60 килограммов. Ньясозавр может показаться огромным по меркам триасового периода, если не принимать во внимание того факта, что большая часть длины тела приходится на хвост. Судя по строению плечевой кости, ньясозавр передвигался на 2 задних лапах. Что составляло рацион питания этого динозавра, до сих пор точно неизвестно. Скорее всего, ньясозавр был всеядный. Возможно, в ближайшем будущем при более детальном изучении этого ящера ученые смогут больше о нем узнать. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какой динозавр из нашей десятки удивил вас больше всего.